Всем привет! Сегодня у нас распаковка Right Place One Person. Здесь подарочки, Your the Benefits. Сразу скажу, что мне безумно нравится сам альбом в музыкальном плане. Мне нравятся дизайнерские решения, но я слышала много негативных отзывов касательно формата самого альбома. Что касается того, что они такие большие сами по себе, внутри я слышала огромные постеры. Я стараюсь не заглядывать в разные распаковки до того, как открываю альбомы сама, но я слышала, что там какой-то огромный Намджун. Я откуда-то почерпнула инфу, что внутри из постеров собирается большой лежащий Намджун. Но это оказалось ложью. Впрочем, хайп, я считаю, что эта идея шикарная. Пожалуйста, возьмите себе на заметку. Ну, сейчас посмотрим. Давайте сначала откроем предзаказки. Что-то тут все порвано. Конвертик. Пластиковый конвертик. Интересно. Такое я вижу пока что впервые. А здесь зеркала. Я, честно говоря, не прям в восторге от этой идеи с зеркалами. Интересно, как бы мне еще их снять? Есть пленка защитная. И видела, что в новом мерче, который стали выпускать по разным эрам, есть зеркала. И я даже заказала себе парочку. Просто интересно, насколько они удобны в использовании. То есть, то, чтобы реально носить их с собой и все такое. Что-то я не знаю, как снять эту пленку. Да, вот оно, зеркало. Так, как бы мне это показать? Таких 3 штуки. Господи, что мне с ними делать? Носить с собой в таком конвертике? Что-то мне подсказывает, что эти зеркала в итоге закончат свое существование в моем биндере. Приятная матовая бумага. В этих снимках, сделанных в закрытых помещениях, очень красивое освещение, на мой взгляд. Почему этот разворот все еще не стал мемом? От снимков, которые сделаны на природе, либо где-то в городской среде, у меня, такое ощущение, как будто бы пленочное качество, но интересно, на самом деле, на что это фотографировали, потому что создается такое впечатление, как от снимков из детства, моего, по крайней мере. Фотография с котом на покрывале просто моя самая-самая любимая. Она у меня стоит на аватарке. Красивая цветовая гамма. Я так долго задержалась на этой страничке, потому что я обожаю смотреть на кредиты. Мне интересно, что Мокио здесь играл, инструментал.
Out of Love, Supreme Boy. Очень много где в кредитах. Когда я узнала, что будет фит с Little Sims, я просто закричала. Когда было первое объявление с трек-листом, я обожаю Little Sims. Не сказать, чтобы это для меня no-skip дискография, но началось все, конечно, с песни, которая завирусилась в каком-то там 20-м, наверное, году, я не помню точно. Venom. И после нее я послушала больше ее треков. Кстати, я что хотела посмотреть. Когда я смотрела первый раз кредиты, да, там почему-то в кредитах Spotify или Little Sims нигде не фигурировало. Здесь я вижу Vocal and Rap Arrangement, что логично. Так, QR-код. User-гайд. Они не сделали красивый QR-листок. Обычно QR-листок такой выполнен в том же дизайне, все такое. Карточки. И открытки. Так, давайте смотреть открытки. Рисуночки графические. Что здесь написано? Деликатес. Краб. Это крабы выползают из консервов. Скажите, что вы также поняли. Кстати, Джон играет на чем-либо из этого? Блин, почему? Очень интересная идея метафоры, что он типа человек-контрабас. Или виолончель. Наверное, это скорее виолончель. Ей. Главный диджей на вечеринке. Очень милые фотографии. Насколько я помню, здесь нет вообще ничего случайного, да? Они еще такие матовые. Очень мило. Неудобно, что одна горизонтальная, другая вертикальная. Посмотрим, что будет внутри остальных альбомов. А так просто я сразу же представляю, как я это буду вкладывать в биндер, и как это будет неудобно и непонятно. Ничего, посмотрим. Здесь у нас 3 версии. Как мне распознать, которая из них какая? Отличаются ли у них обложки, кстати? Да, отличаются. Эта часть одинаковая. Здесь... Нет, один просыпается, второй явно недоволен этим. Здесь какой-то другой, другой челик. А этот что делает? Он такой махает рукой, падает банка с крабами, и крабы оттуда уползают. Господи. Очень смешные картинки, интересно. То есть на каких этапах создания этих картинок? Видел ли их Намджун, его реакция, кто это придумал вообще? Здесь тоже есть эти крабы, но нет этого чувака, который такой, типа, бросает эту банку. Я так понимаю, это как такие подставки, как подставки для документов бывают. То же самое и это. Так, здесь опять просто в другом порядке те же самые картинки на самом деле. Еще мне интересно, можно ли понять по обложкам, что это за версия. Блин. Очень сложно. Здесь где-то это написано. В общем, я не смогла найти. Если вы знаете, где здесь написано, которая из этих версий какая, по-моему, они пронумерованы ABC,
Скажите мне в комментариях, пожалуйста. Очень тонкие вложения. Интересно, что там. Такое ощущение, что это пачка постеров, как Map of the Soul 7. Так. Фотобук, постер и вложение. Воу. Нам же разогнался с постерами. Милый разворот. Мне нравится, что развороты нормально разворачиваются. Меня очень радует, когда артисты достигают высот и используют это как платформу для того, чтобы выразить себя в полной мере. И это то, что, на самом деле, мне кажется, артисты, которые стремятся к популярности, не могут в полной мере себе позволить до тех пор, пока они в какой-то мере под какие-то рамки пытаются себя загнать, там, что они делают, потому что публика уже полюбила их именно за подобный вид контента, а не какой-то другой. И это стандартная история, когда исполнители начинают экспериментировать в своем творчестве со временем, и эксперименты по душе не всем. Но я в какой-то мере, наверное, могу назвать себя меломаном. Я с подросткового возраста слушала огромное количество музыки, в основном разные альтернативного какого-то направления. И много экспериментальных альбомов было у этих исполнителей, не все из которых мне были по душе, и это совершенно нормально. Поэтому лично я наслаждаюсь каждой секундой звучания Right Place, One Person. И, это круто, что это не то, что ожидают все. Так, у нас тут миллиард плакатов. Намджун с Китти. Все, это стоп-кадр, видео заканчиваем. Намджун с Китти, это, конечно... Намджун на застолье. Какие-то оладушки они едят. Чисто такое, приехал на Балканы или Восточную Европу. Смешной постер. Задумался. Он как в меме с Киану Ривзом. Так, невеста кидает букет, все смотрят, кроме Намджуна. Намджуна вообще плевать. Стоп, он что, жених? Нет, жениху тоже плевать, он пошел смотреть туда. Какая-то грустная пикча, конечно. Так что... это все просто какое-то британское. У вас нет такого ощущения, что все какой-то британский вайб имеет? Они еще промоутились в Британии при этом. Насколько я поняла, Гроин сняли так, сейчас мы не поместимся. Так, в общем, такой плакат есть. Да, я хотела сказать, найдем Намджуна, но нашла его за 1 миллисекунду. Так. Очень веселый плакат. То же самое, что мы видели в реверс-версии, но в большом формате.
Честно говоря, формат действительно не очень удобный для хранения. Просто все будет пылиться, и непонятно, как ухаживать за этим добром. Почему вы не засовываетесь? Ну вот это, да, я прям вижу проблему. Там низ не сплошной, и поэтому... Так, кажется, у меня все оборвалось, и я не показала ни карточки, ни фотографии. Мне очень нравятся эти фотографии, где он смотрит на солнце. Карточки. Интересно, горизонтальная или вертикальная? Это горизонтальная. Ей! Не фокусируется. Это такая фотография. Он не сфокусированный. Нам нужно его отражение. Диск. Я подумываю купить отдельный бокс, кейс для хранения дисков, потому что вот это вообще неудобно. Что это такое? Мне даже не хочется туда его закидывать, потому что как-то грустно. Наверное, пока что тоже в биндер, что ли, его засунуть. Даже не знаю. Я, наверное, еще не показала диск на следующем видео. Этот милый персонажик. Следующая версия. Сейчас будет еще больше плакатов. Ну, я не в восторге от этих бесконечных плакатов. У альбома такой вайб, как будто Намджун говорит: вот такой я неформатный. Вообще, под ваши установки я не собираюсь подгонять себя. Но, к сожалению, в физическом формате альбом тоже имеет такой вайб. Так, давай перевернем. Так, по-моему, плакаты такие же. Я не уверена. Обложка такая же или другая? Я забыла. Но из той же фотосессии, так точно. Так, тут у нас будут одна вертикальная, одна горизонтальная карточка. Глянцевая страница. Прошу вас, не сказала. Она вообще... Да, такого не было. Красивая его. Эти фотографии были в реверс-версии, насколько я помню. Блин, где... Вот фотография, где немножко перспектива искажена у кота, еще смешнее, чем та, где перспектива не искажена. Фотографии, которые лично моя мама любит делать со мной, рядом с какими-то цветочками, кустиками. Кактусы. Очередное застолье. Намочили штаны в речке, залезли на дерево. Смотрим плакаты. Отличаются ли они? Это гигантский плакатище. Так, я эту женщину уже видела. Вот что такое же? С этой стороны даже фотка. Это одинаковые плакаты. Что ж, моя нелюбимая часть этого альбома — это плакаты. Те же самые плакаты
кидают букет. А вот это я не помню, что было. Ну, Киану Ривз. Да, все те же самые плакаты. Да, это было... Я не помню вот эту фотографию, но, возможно, дело в том, что я очень сфокусировалась на вот этом коте и просто не посмотрела, что с другой стороны. По-моему, плакаты идентичные вообще, что немного грустно. И никакого рандома в карточках, насколько я поняла. При этом сет альбомов не дешевый. Фотобук отличается, спасибо на этом. Посмотрим остальное наполнение. Интересно, диск такого же цвета? Нет. Оформление дисков отличаются. Знаете, вот эти эстетичные стенды с разными дисками. Вот с этими дисками я бы хотела иметь такой. То есть 3 разных диска рядом, в разном оформлении. Открытки. Открытки, конечно, шикарные. Честно, да, я немножко разочарована этими плакатами. Еще они неудобно засовываются. Видите? Внизу что-то мешает. Обложка другая. Обложки в фотобуке, кстати, супер. Еще вот как-то вот оформление прям. Плакаты. Боже. Давайте сразу просто заглянем и убедимся, что плакаты опять те же самые. Да, плакаты опять те же самые. И я не знаю, зачем так тратить бумагу. Фотобука мне ужасно нравятся развороты. Что сколько я ругаюсь на развороты. Здесь приятно открывать их. Ничего не сломается, не оторвется, сразу же не вырвется. Так, что-то происходит. Непонятно. Мне кажется, или у меня весь кадр трясется. Если это так, простите, пожалуйста. Теперь будем страдать запихиванием этого всего. О, с первого раза получилось. Надо же. И жжение. Так, горизонтальное, вертикальное. Смотрим на диск. Черненький. О, это моя любимая карта. Я определила. Так, в итоге
какие у нас есть открытки и остальное всякое. Есть вот одна горизонтальная, вертикальная, 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 горизонтальная, вертикальная. Что ж, спасибо, что четное количество. Ну, а также у нас есть вот такие вложения. Раз, горизонтальная, два, горизонтальная, три, тоже горизонтальная. Короче, да, не формат. Вот эти штучки. Надо будет думать, что делать. Вертикальная, горизонтальная, горизонтальная. Ким Намджун, что это такое? Что ж, 5 горизонтальных карт, 3 вертикальные. А еще у нас есть зеркала, которые по назначению я вряд ли буду использовать, и они все вертикальные. Сейчас будем заполнять биндер, думать, как это сделать. Люди жалуются, что эти альбомы не вмещаются на полку, но мне повезло.